Сегодня у меня не совсем обычный рецепт. На первый взгляд паска, но дальше больше. Досмотрите до конца, вы в первом ряду. Такой вариант точно удивит ваших гостей. Колбасу нарезаю мелкими кубиками, сыр также. Все складываю пока в сторону. В миску разбиваю одно яйцо. Добавляю 1 столовую ложку сахара и немного ванильного сахара, буквально для аромата. Перемешиваю до однородности, не взбиваю, просто соединяю. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео. Щепотка соли обязательно. Затем вливаю теплое молоко и растительное масло без запаха. Муку добавляю постепенно, сразу часть, потом разрыхлитель и еще немного муки. Ориентируйтесь на консистенцию. У меня ушло около 250 граммов. Главное не забивать тесто, тогда оно получится мягким и воздушным. Теперь добавляю в тесто нарезанную колбасу и сыр, ароматные специи по вкусу. У меня это куркума, копченая сладкая паприка, прованские травы и гранулированный чеснок. Все специи без соли. Тщательно перемешиваю и тесто раскладываю по бумажным формам. У меня это формы средние по размеру. Духовка уже разогрета до 180 градусов. Ставлю паски выпекаться примерно на 20-25 минут. Обязательно ориентируйтесь на свою духовку, потому что каждая печет по-своему. Пока выпекается, готовлю соленую глазурь. Назову ее так, чтобы было понятнее. Охлажденные сливки 33-36% жирности взбиваю со сливочным сыром до плотной консистенции. Добавляю чеснок через пресс и свежую зелень. Получается густой, вкусный крем. Идеально держит форму. Готовность пасок проверяю шпажкой. Если выходит сухая, достаю и оставляю остывать прямо в формах. Когда кексы остыли, украшаю кремом. Сверху выкладываю кружочки колбасы, оливку, гриб маринованный и зелень. Ярко, сочно и сразу видно, что это не сладкая паска. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какую начинку выбираете для своих пасок. Спасибо за просмотр, за подписку. Отдельное спасибо за комментарий. Такой закусочный кекс точно станет изюминкой на столе и по вкусу, и по виду.